Вот ты точно не знала, что эта фраза это тоже газлайтинг. Это фраза, которую мы слышим очень часто, вы наверняка слышали ее. Возможно, вы сами иногда эту фразу говорите, и эта фраза является попыткой манипулировать другим человеком. То есть газлайтинг это ситуация, когда другой человек старается пошатнуть твою уверенность в себе, в своем психическом здоровье, в своей психической состоятельности, для того, чтобы пока вот ты сомневаешься, он мог как-то тобой манипулировать, контролировать тебя и, собственно, доминировать в этих отношениях. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разбираемся с этой очень такой коварной манипулятивной фразой, которая кажется, что вроде как ничего страшного за ней не стоит, но на самом деле это проявление газлайтинга. Мы будем с вами разбираться с этой фразой, как с этим бороться. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Итак, я не буду, так сказать, тянуть кота в долгий ящик, и эта фраза это «ты меня не понимаешь», «ты меня не поняла», «ты меня не услышала». Первое, с чем мы здесь сталкиваемся, это газлайтер перекладывает на вас ответственность за непонимание. То есть у вас в контакте случилось как будто бы непонимание, в котором виноваты, очевидно, по его словам, вы. То есть, собственно, у вас сложности с пониманием, вы там или глупая, или какая-то неуравновешенная. То есть вот это вот такая классика газлайтинга. То есть вы виноваты в том, что он что-то там сказал, а вы его не поняли. Собственно, как работает манипуляция, что он получает, какую выгоду. Предположим, скажем, это мужчина и женщина. Мужчина манипулирует женщиной. У мужчины есть какие-то потребности. Он на выходных собирается проводить, все выходные в гараже, он возится с машиной. И как бы тут такая вот легенда, что это как бы машина семьи, это нужно делать, потому что нам же нужна машина. Но по факту он там занимается своим, по сути, таким хобби. Он поназаказывал там всяких каких-то штук, он там как что-то настраивает, там вкручивает в эту машину. То есть занимается своей такой как бы, своим таким выходным днем. Женщина при этом занимается какими-то обязательствами по дому. Она там занимается уборкой, там, предположим, какой-то готовкой, на ней там висят дети, питомцы, еще что-то. И у нее уже накапливается, она уже понимает, что она не выдерживает. И в какой-то момент она говорит мужчине: послушай, у меня есть потребность отдохнуть. Грубо говоря, вот мы с подругами хотим поехать на йогу или в другой город, или мне куда-то нужно пойти там, не знаю, на танцы, в спортзал, что угодно. Мне нужно просто время, чтобы ты пока вот посидел дома, а я хочу заняться тем, чем я хочу. То есть, по сути, по факту, это такой здоровый подход, когда вот у меня есть потребности, которые вроде как конкурируют с твоими потребностями, давай с тобой договариваться. То есть, давай либо одни выходные так, либо, например, сделай для меня то, что я прошу, то есть, посиди дома, я отдохну, а потом вечером я приду, так сказать, заряженная и как-то тебя отблагодарю. Вот такая вот коммуникация, ясное проговаривание, какой-то вот попытка договориться, найти компромисс, это признак здоровых отношений. Что происходит в отношениях, например, с нарциссом, который использует манипуляцию газлайтинг? Он говорит: подожди, ты меня не услышала, ты, наверное, меня не поняла. Я уже заказал все детали, мне нужно будет делать машину. То есть, грубо говоря, ты меня не понимаешь, соответственно, твои потребности, они, из-за того, что ты меня не услышала, твои потребности неадекватные. Опять же, это газлайтинг. Ты неадекватно о чем-то говоришь. Какая йога? Какие подруги? У меня же там машина. Ты что, ты с ума сошла, что ли? То есть манипуляция газлайтингом здесь заключается в том, что человек не желает слышать ваши потребности, не желает договариваться, а он говорит вам, что это ваша проблема, что вы не понимаете, что, по сути, его потребности, они как будто бы такие важные, и их невозможно никак двигать. А дальше тут срабатывает такая вещь в нас, что мы стараемся в людях видеть лучшие какие-то их стороны, особенно если это, скажем, женщина и мужчина, которые вместе живут, может быть, это даже семья, муж и жена. Женщина, в мужчине не врага видит, она старается видеть в нем что-то лучшее, и она думает: да, действительно, может быть, это я что-то не поняла, он же мне так говорит, может быть, я чего-то недопоняла значимость его этих гаражных посиделок, может быть, это во мне проблема. И в такой ситуации часто бывает так, что мы это как бы проглатываем и думаем: да, ладно, не в этот раз, как-нибудь потом скажу, или как-нибудь отдохну, как я там сама уже дома умею отдыхать. То есть вам надо понимать, что если вы с человеком не можете договориться, то вам по этому вопросу не нужно с ним договариваться. Если он говорит, что вы его не понимаете, возможно, да, мы же не можем вообще все понимать, мы же не каждый такой Эйнштейн. Если вы не понимаете его эту позицию, а он, самое главное, не слышит вашу потребность, вам нужно самостоятельно удовлетворить свою потребность. Если вы понимаете, что вам накипело, вам нужно отдохнуть, вы попытались договориться с вашим мужчиной, он никак не входит в вашу позицию, так сказать, в ваше положение, вам нужно самостоятельно думать, как вам так отдохнуть, чтобы восстановиться. Потому что в этом контакте ничего продуктивного не получится, другой человек вас газлайтит, он вами манипулирует, любые взаимодействия по этому хотя бы вопросу с ним приведут к тому, что будут удовлетворены его интересы за счет ваших интересов.
А теперь домашнее задание. Напишите в комментариях, что бы вы ответили человеку, который в ответ на вашу просьбу, ну, что вам нужно отдохнуть, сказал бы так, что ты, по-моему, меня не понимаешь, у нас нет времени, когда отдыхать. Ты не можешь отдыхать, потому что у нас сейчас нет на это времени. То есть, что бы вы ему ответили? Я думаю, что ваши комментарии будут очень полезны. Во-первых, мы посмотрим, как люди умеют выходить из этой ситуации, как люди могут противостоять газлайтингу, ну и, собственно, мы можем поделиться опытом таким образом. Если вам это видео понравилось и кажется важным, поставьте лайк, я буду вам очень благодарен. Поделитесь этим видео в своих соцсетях, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.